Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим откорм свиней. Очень многие свиноводы, особенно начинающие, ищут самые эффективные схемы откорма. Все ищут какой-то чудодейственный рецепт быстрого откорма свиней, чтобы кормить свиней поменьше, а они росли как на дрожжах. И особенно многие ведутся на слова: проверенный десятилетиями, дедовский метод, секретный подход. Я вам скажу так, что все это туфта, все это вечные поиски шара. Откорм свиней базируется на нескольких китах. В первую очередь, самый главный кит эффективного откорма свиней, что необходимо обеспечить правильное соотношение энергии и протеина в рационе свиней. Протеин, то есть сырой белок, в свою очередь состоит из аминокислот. Он также должен быть сбалансирован, особенно по незаменимым аминокислотам. Аминокислот в корме должно быть столько, сколько требуется для роста свиней. Для маленьких поросят удельный вес аминокислот в корме должен быть более высоким. Для свиней более позднего периода откорма их потребность в корме несколько меньше. Относительно аминокислот, то здесь тоже действует правило, что лимитирующей аминокислотой есть лизин. Именно этой аминокислоты чаще всего не хватает в корме. Это обусловлено низким его содержанием в белках пшеницы, ячменя, кукурузы, сорга как главных компонентов рациона для свиней. Поэтому за основу при разработке норм аминокислот берут лизин. Все другие аминокислоты должны содержаться в строгом соотношении к лизину. Если это соотношение не будет соблюдаться, то недостаток незаменимых аминокислот ничем не восполняется, а все, что в избытке, будет практически выходить транзитом. То есть будет перерасход корма. Поэтому балансируем корм по энергии и протеину, а протеин балансируем по аминокислотному составу. При этом в корм добавляем минеральные и витаминные добавки. Вот вам и основные принципы составления рациона для откорма свиней. Исходя из этого, я бы разделил эффективность откорма свиней на 3 подхода. Первый. Свиней кормят тем, что Бог пошлет. То есть какие-то отходы от домашнего стола, так называемые помои, какое-то зерно и грубые корма в виде картофеля или свеклы. Понятно, что никто при этом не считает никаких соотношений. Вот как Бог даст, так свиньи и растут. При таком откорме свиней ни энергии, ни тем более протеина в рационе катастрофически не хватает. Свиньи при этом растут очень долго, до года, а то и больше. Такой откорм даже откормом назвать нельзя. Это то, что называется выращивание свиней для себя. И чтобы при этом не пропадали объедки со стола. Второй подход в откорме свиней — это когда люди не считают никакого соотношения энергии к протеину, но или интуитивно это понимают, или используют чей-то опыт, что если смешивать различные злаки, то свиньи растут лучше. При этом также даются картофель, свекла, другие грубые корма и витаминно-минеральные добавки, а также добавляют в рацион рыбную или мясокостную муку как источник белка, витаминов и минералов. Опять же, для этих целей подходит не только мясокостная или рыбная мука. Есть еще огромная разновидность шротов, и соевые, и подсолнечниковые, и другие, где что есть. То есть при таком типе откорма уже используется достаточно большое количество кормов. Сейчас мне очень многие зрители закинут, что мол, да хватит нам уже этой теории, мы не теоретики, мы практики, поэтому давайте нам уже конкретный рецепт. Да не вопрос, можно дать и конкретное соотношение зерновых кормов. Например, в начале откорма зерновые можно смешивать в таком соотношении: 50% ячменя, 30% овса, 10 гороха и 10 пшеничных отрубей. Можно кормить другую схему. Ячменя включать в рацион до 40%, пшеницы 20-30%, овса 20% и гороха 10-20%. Когда свиньи достигнут 80-100 кг, то ячменя можно давать и побольше. Если есть возможность, то содержание ячменя можно довести и до 70%. При этом гороха давать 20% и овса 10%. Но не надо запоминать эти цифры. Все это достаточно условно, так как все это зависит от кормовой базы. То есть ваших возможностей обеспечить свое хозяйство теми или иными кормами по приемлемой цене. Ведь если вы составите рацион правильно, но он будет очень дорогим, то кому тогда будет нужна эта большая правильность рациона? Например, хорошая рыбная мука — это одна из лучших белковых и витаминно-минеральных добавок. И очень желательно, чтобы она была в рационе свиней. Но а что делать, если в вашем регионе нет возможности ее купить? Или она стоит очень дорого, или наоборот, стоит она как бы дешево, хотя хорошая мука не может стоить дешево.
Но у вас есть сомнения в ее качестве, что под видом рыбной муки задорого продают какую-то непонятную бодягу. И такое бывает. Но это же не значит, что вы должны отказаться от выращивания свиней. Надо чем-то заменить и по новой пересчитать рацион. Всегда надо обходиться теми кормами, которые вы можете заготовить в своем регионе по приемлемой цене, как я уже сказал. Второй тип откорма свиней можно разделить на два подхода. Первый – это компоновка доступных кормов по каким-то готовым шаблонам, без понимания всяких там энергопротеиновых соотношений. Этим подходом пользуется большое количество свиноводов, особенно те, кто хочет получить универсальный рецепт на все случаи жизни. И второй подход – это сознательная компоновка кормов с учетом энергопротеинового соотношения на основании расчетов. Если вы занимаетесь откормом свиней, то есть зарабатываете на этом деньги, то вам без расчетов не обойтись. Причем сделать это не так уже и сложно. Берете данные питательности кормов, которые у вас есть, и все просчитываете. При наличии компьютеров это очень доступная задача. Вот поэтому я и не рекомендую зазубривать какие-то конкретные рецепты. Третий подход в откорме свиней – это когда, правильно скомпоновав зерновые и грубые корма, добавляются в комбикорм всевозможные премиксы, подкислители, ферменты и другие компоненты. Их сейчас очень много. Этим мы максимально используем все возможности корма. Вот так на данный момент проходит откорм свиней. Увы, других нет. Поиск каких-то чудодейственных схем и рецептов, типа наконец-то раскрыт самый эффективный рецепт, как кормили свиней наши деды или прадеды, это все туфта. Не надо вестись на это. Это маркетинг и лишний повод привлечь внимание к себе, не более. Первый подход наиболее затратный, при котором наблюдается и перерасход корма, и удлинение сроков откорма. Третий подход наиболее эффективный и экономный, так как экономится корма и сроки откорма минимальные. Сами выбирайте, где вам быть. Самое главное, чтобы у вас было понимание потребностей организма свиней, понимание энергопротеинового соотношения и доступ к набору кормов и кормовых добавок. И чем больше будет их выбор, тем больше шансов у вас будет составить наиболее оптимальный рацион. Компьютер вам в помощь. Он заменит вам все. И калькуляторы, и все необходимые справочники. Эпоха, когда зоотехник был обложен всевозможными справочниками, для расчетов пользовались бухгалтерскими счетами, логарифмической линейкой и лишь потом калькулятором, уже давно прошла. Хотя я и не скажу, что расчеты были тогда самым сложным моментом в работе зоотехника. Много времени тогда занимала или заготовка кормов, или общение с комбикормовыми заводами по качеству комбикормов. А плохое качество комбикорма на комбикормовом заводе было, как правило, всегда. Сейчас вы сами себе можете быть зоотехником, причем успешным. Все необходимое у вас есть в кармане, то есть в смартфоне. Смартфон сейчас есть у каждого, а корма где хотите, там и покупаете. Ну а кто упорно сопротивляется современным знаниям, то у него удел один – постоянно искать виновных, ныть, жаловаться, что сейчас свиньями заниматься невыгодно и что проще все купить на базаре. То есть купить у тех, кому все-таки выгодно выращивать свиней. Хотя и в этом случае такие люди находят себе оправдание, что мол, те, кто торгует мясом на базарах, то это свиньи, выращенные типа на ворованных кормах. Надеюсь, что нытиков среди моих зрителей нет. Свиньями при правильном подходе заниматься выгодно. Это однозначно. Было бы здоровье, и желание, конечно же. В следующих видео мы обязательно рассмотрим другие аспекты эффективного свиноводства. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!